В моих глазах ты такой же зрелый, как и любой другой. Она смотрит на меня так, как будто едва сдерживает смех. Разведку. Я могу отличить отраженный сигнал, пришедший издалека, от сигнала, идущего прямо из-под наших ног, даже если мне запихают морковки в уши. Что он говорит? Это действительно сообщение на человеческом языке, точнее на русском. Нахер. Пришла моя очередь мотать головой. Хрипящие помехи, несущие в себе чужой голос, словно заполонили инженерный отсек какой-то магии, влияющий на разум, гипноз, аудиосенсорное программирование. Прозрачная необъятность облаков за бортом вычистила и рассеяла этот морок, мимоходом, равнодушно и без усилий, не заметив ни его, ни меня. Спасибо, облака, вы мои верные друзья, пусть даже меня от вас уже тошнит. В опустевшую голову цепкими корнями поползли вопросы, что я услышал несколько минут назад. На что согласился, что пообещал. И самое главное, что теперь делать. Следом за этими мыслями гнилым, извилистым корешком вполз последний вопрос, жгущую душу сомнения. Так ли мне нужны все эти шишки-гнилушки ради девушки, с которой никто не хочет общаться? Ничего страшного. Я имею право на мерзкие мысли. Эти мысли не то, что я есть. Испытывать сомнения хорошо и полезно. Что-то я не чувствую этой пользы. Ох, шишки-макрушки. Напугало. Нервничаешь, лепесточек? Нет, просто задумался о своем. Совершенно не заметил, откуда ты выскочила. Доброе утро, кстати. Ты знаешь, ты всегда начинаешь разговор с вопроса? Что ты делаешь рядом с инженерным отсеком? Покурить вышел. Вот, покурить. Видишь, вот как раз вышел покурить. Подкурил и все. Стою, курю, смотрю на облака. Ты тут выскакиваешь, ну, хоба! Как черт с табакерки. Со своими большими сенсорами. Совершенно проигнорировала мои слова. Возмутительно. Сколько можно терпеть такое отношение? Теперь, когда я услышал такие вещи, согласился на такие дела, я не пустое место. Я имею право тут находиться. Айланд мой дом, точно так же, как и твой. В нашу прошлую встречу ты не был таким колючим. Что-то случилось? Она резко замолчала, словно ее мозг потерял соединение с голосовыми связками. Ну, я пошел. Работа вянет, сама понимаешь. Нет, постой. Она вцепилась в мой рукав так резко, что я едва удержался от крика. Да не пугай ты меня так. Я хочу с тобой поговорить. Ты уже обедал? Приглашаешь меня на свидание в кают-компании? Прости, но мое сердце уже отдано родине и трудовому подвигу. Ты мой пень не пинай. Будешь дурака сушить. Так тебя стукну, что желуди посыплются. Ты мои желуди не тронь. Но ты уже... Это были цветочки. Ладно, пойдем уже на это свидание. Ай. Забавно, когда идешь рядом с Сабу, она кажется не такой уж и высокой. Если подумать, я никогда не подходил к ней так близко. И, конечно, никогда не прогуливался с ней по открытому коридору Айланта. Если совсем на чистоту, то я ни с кем и никогда тут не прогуливался. Единственными моими собеседниками всегда были облака. Впрочем, это трудно назвать прогулкой, больше похоже на конвой. Не сказал бы, что я мечтал или хотя бы задумывался о таком, уж точно не с Сабу. Но ощущения необычные. Ты уже можешь отпустить мою руку. Что? А, прости. Ощущения необычные, но чувствительность пальца вернется теперь не скоро.
Как же Йоли разозлится, если вдруг увидит меня сейчас? Тебе что-нибудь заказать? Нет, постой, я попробую угадать твое любимое блюдо из меню. О чем ты, лепесточек? Мы не можем выбирать блюда. В смысле? Ротация рецептов происходит по расписанию, чтобы соблюсти правильный баланс витаминов и минералов. Ну, как скучно. Свою порцию питательных веществ на сегодня я уже исчерпала. Ну, давай тогда по кофейку. Или там, может, пискарику. Да я знаю, это была шутка, я пошутил. Чтобы развеять атмосферу. Жаль, что у меня не получилось. Атмосфера сгустилась неловко, а от моей шутки стало только хуже. Существует ли на этом свете артефит, с которым мне будет легко и просто общаться? Встречусь ли я с ним когда-нибудь? Я знаю, кто ты. Сразу к делу, да? Разговоров о погоде не будет? Ты бунтарь. Даже я сам не удержался от насмешливого фырканья. Угу, каждый день только и делаю, что бунтую. Вчера он кашу не доел. Ха, я думала, ты обрадуешься. Тебе нужно поработать над своей самооценкой, лепесточек. Понимаешь, чтобы быть бунтарем, совершенно не обязательно бунтовать. Вот тут я бы поспорил. Бунтари – это необходимая и неизбежная деталь в обществе. Предохранитель. Вы предохранители. Да, надо с собой предохранители тоже таскать на всякий пожарный в такой-то компании. Мы? Ты и Йоэли. Йои и Ойли? Йоли? У тебя листья на корнях выросли? Я же сказала, чтобы исполнять свою роль, бунтовать не обязательно. Нужно только быть против. Я не понимаю, что ты такое шелестишь? Это очень простой механизм. Общество очень любит принимать коллективные решения и затем следовать им, подчиняться определенным идеям без размышлений. Ну, Йоли-то совсем там не бунтарит-то особо. Например, идея о том, что каша из пророщенных зерен на завтрак полезна для здоровья. Или о том, что спускаться в определенные руины опасно и лучше сидеть дома. На секунду я забыл, как дышать. Янтарные глаза Сабу словно прожгли дыру в моих легких и уставились прямо на трепещущее сердце. Что она знает? Это просто пример? Нет, с ней не может быть просто. Продолжай. Но в обществе всегда находятся те, кто всегда против чего угодно. Их мало, может быть 10% от населения, может быть 5 или 2%, но они всегда есть. Они против каши по утрам, считая, что это вредно. Они против технологий, медицинских процедур, против устройства нашего общества. Или даже устройства самого мира. Это глупо. Конечно, в 99% случаев это действительно глупо. Их бунт крутится вхолостую. Как предохранитель в устройстве, который большую часть времени ничего не делает. Казалось бы, бесполезная деталь. Но иногда, очень-очень редко, каша по утрам действительно оказывается вредной. Может быть, даже смертельно опасной. Происходит катастрофа. Общество кашаедов рушится. Но предохранитель срабатывает. Глупые бунтари, абсурдно отказывавшиеся от каши, выживают. А вместе с ними выживает и популяция, закрепив в геноме отвращение к смертельно опасной каше. Возможно. Наверное. Это уже к вам, биохимикам, я в этом не разбираюсь. Она снова замолчала, задумавшись о чем-то своем. Я с трудом расплел пальцы, сжатые нервной судорогой. Жаль, что нельзя таким же усилием воли развязать комок желудка. Какой же я дуб, шутил о свиданиях, действительно верю, что Сабу хочет просто поболтать. Но чего она добивается этими речами? Зачем ты мне это рассказываешь? Я хочу, чтобы ты перестал общаться с Мири.
начинается. Но я не... Да. Не трать дыхание на бесполезную ложь. Нет, погоди. Ты как будто пропустила пару-тройку логических переходов в разговоре. Как вся эта выдуманная тобой теория про бунтарей относится к Мире? Видишь ли, общество не любит антагонистов. Если ты не ешь полезную кашу по утрам, то останешься голодным. Поэтому я предлагаю тебе сделку. Ты отвянешь от Мири, а я не буду говорить офицерам о маленьком дурацком бунте, который устроила Йоли со своими личными исследованиями. В смысле? Сабу, ты прости, но я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Если ты хочешь рассказать офицерам о том, что мы с Йоли целыми днями нюхаем бактериальные газы, то я тебе не удерживаю. Мне самому это смертельно надоело. Некоторое время Сабу сверлила меня огненным взглядом, словно решила на самом деле прожечь во мне дыру. Конечно же, ты не знаешь. Даже не понимаю, почему я этому удивлена. Не знаю чего. Йоли занимается опасными экспериментами, втайне ото всех, даже от тебя. А ты такая проныра, все знаешь. Опасными и, что самое главное, ненужными для цели экспедиции. Типичный бунтарь. 2% глупости. Ты и она. Чушь. Нет никого более дисциплинированного, чем Йолли. Тебе-то откуда об этом знать? Хочешь сказать, что ты ближе к ней, чем я, ее собственный подчиненный? Возможно. Чушь какая-то. Хочешь доказательств? Спроси ее сам. Голова идет кругом. Да что она несет с таким уверенным видом? Просто ложь, на Сабу это не похоже. Говорить отчаянную и наглую ложь, не имея для этого никаких оснований? Хочется просто встать и уйти, оставив это неподвижное и абсурдное осложнение позади. Нет, я не могу так рисковать. Только не сейчас. Буквально 10 минут назад я пообещал одной девушке, что помогу ей. В конце концов, у Сабу и Йоли действительно может быть общее прошлое, о котором я не знаю. Шишки и ягоды. Да они могли быть подругами, пока я зрел в своей каюте в обнимку с книгами. Представив такую контрастную пару, я не удержался от нервного смешка. Решай сам, принимаешь ты мое предложение или нет. И поторопись. Обеденное время давно закончилось. Неужели ты готова так хладнокровно сдать собственную подругу? Не подругу. Но ради чего? Ради Мири? А ты на моем месте разве не сделал бы того же? От неожиданности я захлопнул рот так резко, что клацнул зубами. На ее месте? На каком таком ее месте? Как бы я поступил, если бы видел Мири каждый день? Если был бы обязан заботиться о ней по всем должностным инструкциям? Да я не знаю. Я не на ее месте, я Эйн, я на своем месте. Сябу не предлагает мне выбора, здесь нечего решать. Но я не обязан играть по ее правилам, она не знает, что мы с Мири затеяли, и как это изменит наш маленький растительный мирок. И тогда победители не судят. В смысле, блин? Ладно, я согласен. Ты молчишь, а я сижу в лаборатории и держу свои побеги подальше от Мири. По крайней мере, сегодня это будет правдой. Умница. Помни, ты делаешь это ради Йоли. Вот видишь, мы тоже можем быть друзьями, Лепесточек. До тех пор, пока ты слушаешься и ведешь себя хорошо. Как она может быть такой ласковой? Как она может улыбаться так искренне после всего сказанного? Подумать только, еще месяц назад я был бы счастлив получить улыбку от такой девушки, как она. Я был бы счастлив слушаться и вести себя хорошо ради нее. Теперь я счастлив убраться из этой кают-компании поскорее.
Ах, пустая лаборатория. Наконец-то могу спокойно посидеть. Уж что-то, а минутка спокойствия мне просто необходима. От всего пережитого уже листья осыпаются, хоть в чай заваривай. Стоп, а где Йолли? Йолли! Прости, что опять задержался в кают-компании. Каша попалась невкусная. С каждым произнесенным словом я заглядывал под стол или в шкаф, но моей колючей старшей по званию нигде не оказалось. Йолли, если ты неожиданно выпрыгнешь на меня из-под пола, я буду кричать. Тишина. Настолько тишина еще возможна в постоянно работающей лаборатории, конечно. Кашель пузырей, лопающихся в колбах с кипящим субстратом, заглушает звуки дыхания. Может быть, я смогу услышать ее шаги, но находиться в постоянном бдительном напряжении очень не хочется. Ну и ладно. Стоит приняться за какое-то дело на случай, если она все же наблюдает за мной из секретного дупла в стене. С другой стороны, я уже опоздал. Все равно на меня будут орать, можно бесплатно полениться вдогонку. Ладно, примемся за дело. Чем же мне положено заниматься? Ах да, контроль микропримесей в газовом хроматографе. Вот от чего я начну кричать, так это от очередной микропримеси кислорода. Наверное, довольно странно испытывать эмоции к химическим элементам, считая кислород надоедливым или агрессивным. Если бы я умел рисовать, то смог бы нарисовать по карикатуре наполовину таблицы Менделеева. Ничем я не отличаюсь от Мири. Ей сдавили мозг наушники, а я надышался испарений. Ого, Эйн добровольно работает. Наверное, в чем-то провинился, но я пока не знаю в чем. Не делай так больше, а то у меня вообще листва обсыплется. Ты не опоздал с обеда, правда ведь? Да ты сама опоздала. Я была занята работой в другом отсеке. В отличие от кое-кого, я многое знаю и умею, поэтому меня часто просят о помощи. Я уставился на нее, захваченный внезапной мыслью. Слушай, Йолли, мне ты можешь помочь? Своему подопечному я должна помогать в первую очередь, особенно такому пню дубовому. Называй хоть чуркой, хоть поленому, хоть только помоги. Нет, я не могу спросить ее напрямую, это вызовет мгновенные подозрения. От такой колючки, как Йолли, можно получить простой и ясный ответ, только предположив ответ неправильный. Окей. Чем больше я буду упрямствовать в своей неправоте, тем больше она будет гореть желанием доказать мне, что я болван. Так что же сказать? Что сказать? Я тут поспорил с одним приятелем в кают-компании. Как же тяжело выдумывать ложь на ходу, я совсем не умею импровизировать. Помнишь про экспедиции? Ну, на поверхность метнала. Вот он утверждает, что их запретили, потому что перешок Айланта ведет только в одном направлении. То есть по нему можно спуститься, но нельзя подняться. Поэтому все отправленные экспедиции остались там, внизу. Ну и умерли. Поэтому больше экспедиции не устраивают. Представляешь, какая бредовая идея? Каждый же знает, что главная опасность не в подъеме или спуске по корешку, а в руинах. Ты сама мне рассказывала. Йолли уставилась на меня таким видом, как будто я на ее глазах прихлебнул из гелиевого дьюара. Что? Я что-то не так сказал? Так, сколько ты был моим подчиненным? Ты так говоришь, как будто я хоть когда-то был кем-то, кроме твоего подчиненного. Вот именно.
Неужели ты считаешь, что действительно можешь как-то мной манипулировать? Для меня ты прозрачен, как тонкий листик. Если честно, это даже немного обидно. Ты настолько мне не доверяешь, что не решаешься спросить прямо? Но я говорю прямо. Не оскорбляй меня еще больше, упорствуя в своей глупой выдумке. Кажется, она настроена серьезно. Даже не опускает свои обычные колкости в мой адрес. Нет, я не могу быть с ней полностью искренним. Нет, невозможно. Это ловушка, как в период незрелости. Наставники говорят тебе: со мной ты можешь быть откровенным, тебе ничего за это не будет, обещаю. А потом, когда ты признаешься во всем, тебе прилетает по первое число, крапивным веником прямо по хребтине. Но кажется, небольшая порция открытости тут необходима в качестве тактической хитрости. Ладно, что в моей выдумке такого глупого? Так-то лучше. Твоя простодушная глупость мне нравится больше, чем простодушная хитрость. Во-первых, я не верю, что у тебя есть приятели. Эй. А во-вторых, зачем, как ты думаешь, Айланту черешок? Что это такое? По крайней мере, на этот вопрос я могу ответить честно. Это киль, чтобы нас не вертело и не переворачивало в атмосфере. Что за глупая идея? Людские книги совсем тебя отравили. Может быть, еще хочешь паруса на Айланте вырастить? Если честно, да, хочу. Но только представь, какая площадь фотосинтеза. Одним фотосинтезом сыт не будешь. Всю эту площадь нужно чем-то питать. Мы и без того высасываем из окружающей атмосферы столько воды, что уже начали влиять на погоду. Ого, я вот этого не знал. К счастью, жаловаться на изменения погоды снизу как-то некому. От этих слов по спине пробежала нервная роса. Может ли быть так, что мы являемся главной причиной всех бед того призрачного голоса? Может ли быть, что Мири не поймала из какофонии радиоволн самого главного обвинений, просьб убраться отсюда в трухлявый пень и никогда не возвращаться? Что-то ты задумался. Опять мечтаешь о пиратской жизни? Немного. Фантомная ностальгия. Аж деревянная нога чешется. Ладно, если это не киль, то что? Конечно же, это главная ось космического корабля. Космического, не морского. Мы прилетели сюда не на солнечном ветре. Где-то должны быть двигатели. Огромные, мощные двигатели, которые стоит держать подальше от жилых отсеков. Хочешь сказать, что они там внизу? Может быть. Или там, или оставлены на орбите. В любом случае, черешок оси ведет в обоих направлениях, конечно же. Что за глупая идея с одним направлением? Ты это только что придумал? Ведет, но туда никто не ходит. Просто незачем. Но как тогда экспедиции спускаются на поверхность? Кажется, еще немного и Йолли сможет услышать стук моего сердца. Спокойно, Эйн, спокойно. Это просто простой и невинный вопрос, совершенно логичный в данных обстоятельствах. Кажется, ей этот вопрос не показался невинным. Йолли прекрасно управляет выражением своего лица, но хвост ей поддается не так легко. Сейчас об этот хвост можно сломать палку. Она права, я для нее как прозрачный лист, но и она для меня далеко не такая загадка, какой хочет казаться. Слишком много времени мы провели вместе. Каждое неловкое и неискреннее слово теперь может привести к катастрофе. Эйн, хватит пялиться мне за спину. Посмотри в глаза. Что ты задумал? Ты же понимаешь, что я не могу тебе сказать, даже если бы и задумал.
А ты понимаешь, что в моих силах тебе помешать? На борту есть изолятор для больных и буйных, знаешь ли. Я не могу сказать тебе того, за что несу ответственность не я один. Ого, целый заговор. По уставу я обязана немедленно задержать и сдать тебя внутренней службе Айланта. Йолли, пожалуйста. Эйн, ты мой друг, пусть это и незаметно со стороны. Ты представляешь, как я себя буду чувствовать, если ты умрешь там, внизу. Умрешь, потому что я указала тебе путь. Я твой друг, но я не могу сидеть под твоим крылом вечно. Можешь и будешь. Потому что ты еще и мой подчиненный, и я несу за тебя ответственность. А вот и он тупик, в который я так боялся попасть. Я один против 10 маленьких и очень упрямых военачальников, упакованных в тощее тело Йолли. Как далеко я готов зайти? И не слишком ли поздно задавать себе этот вопрос? У меня есть козырь, тайное оружие, одна тайна против другой. В конце концов, Сабу предложила мне спросить у Йолли самому. Я не виноват, я просто следую ее совету. Хочешь запереть меня в изоляторе на всю жизнь? Тогда вперед. К счастью, я буду сидеть там не один. Я знаю про твои тайные эксперименты. Что ты несешь? Сабу мне рассказала. Офицеры будут в ярости. Ты можешь помочь мне отправиться вниз, чтобы я не болтал лишнего. Или ты можешь отправиться в или мы можем отправиться в изолятор вместе. И тогда твоим драгоценным исследованиям конец. Если от жестокости этих слов больно даже мне самому, то каково и Йолли? Поздно сомневаться, я сам согласился сойти с ума. Все уже сказано. Каждая секунда ее молчания громоздилась камнями мне на сердце, придавливая его все ниже в живот. Теперь я понял, в моменты подобного молчания звенит в ушах не тишина. В этой лаборатории нет тишины, меня оглушает звон натянутых нервов, шорох крови, приливший к лицу. Как мы докатились до этого? Откуда взялась ужасающая головокружительная скорость, с которой в этот день превратился в противостояние с моим единственным другом? Вот она, сила безумия, жуткая заразная болезнь, которую я подхватил от голоса. Нет, от девушки, с которой я едва знаком. Да, от малознакомых девушек можно много чему заразиться. Скажи что-нибудь, что угодно, я согласен на изолятор, только не смотри на меня так. Ты. Да. Ты трясешься, как осиновый лист, а ведь это всего лишь разговор со мной. Неужели ты думаешь, что справишься с тем, что ждет тебя там, внизу? Я приложу все усилия, ты учила меня. Неважно, мне плевать. Значит, ты поможешь мне? Нет. Сердце не выдержало и провалилось в ноги, вызвав по пути предательскую дрожь. Я действительно осиновый лист. Но мне больше некому обратиться. Теперь ты сам по себе, большой и самостоятельный мальчик. Мог бы уже и сам догадаться. Все на этом прогнившем корабле выращивается из зерен. Даже чертовы тарелки. Только мозг Эйну мы вырастить так и не смогли. Ну, спасибо. Глубоко в синеве глаз Йолли промелькнула искра. Верный знак того, что она очень довольна своим остроумием. Странно, шутка про мой мозг была не такой уж хорошей. От внезапного понимания руки вспотели так сильно, что симбионт недовольно зашуршал листьями. Как же просто. Конечно же, приспособление для спуска каждый раз выращивается заново, как и все прочее, что используется нами. Выращивается чашелистик
для каши перед обедом в кают-компании, чтобы тут же исчезнуть в едком растворе рециклиста. Напитывается водой ковер мха на кровати, чтобы превратиться в примятую и жесткую подстилку к утру. Созревают и распадаются светящиеся плодовые тела в лампах. Незачем замораживать ресурсы в том, что не используются. На этой планете и без того дефицит стройматериалов. Но где взять зерно для этого аппарата? Конечно же, Йолли этого не расскажет. Это ее последний шанс меня остановить. Спасибо, Йолли, я тебе ничего не говорила. Ты мне ничего не говорил. Усвоил? Возвращайся к работе. Она отвернулась. Когда-то казавшейся мне сжатой пружиной, теперь она выглядела уставшей и еще более низкой, чем обычно. Раны, нанесенные моими словами, заживут не скоро, может быть, никогда. Теперь в этой лаборатории никогда не будет так уютно, как это было всего лишь полчаса назад. Больше ничего не будет, как прежде. Теперь я поставил на исход этого дела даже больше, чем сама Мири. И лучше бы нам не ошибиться. Но хоть моя каюта все так же скучна и пуста, как и раньше. Наконец-то этот день закончился. Такое ощущение, что он начался неделю назад. Если этот день был таким мучительным, то что будет завтра? Высохнет сочный матрас из мха. Проснется тело, уставшее спать на жесткой древесине. Ах да, я же так и не пересадил кровать. Поленился высеять высеять споры. Споры и зерна преследуют меня весь день. Шелест, рокот и треск, услышанные мною в инженерном отсеке, превратились в призрачную фантазию засыпающего мозга. Как будто мое сознание услужливо сложило из шума зов о помощи, потому что именно это я и надеялся услышать. Ведь нет ничего удобнее для знакомства, чем девушка, попавшая в беду. А там девушка или мальчик, кто там орал-то? Все произошедшее кажется глупой ошибкой уже сейчас. Ошибкой, которую хочется остановить, поставить на паузу. Но утро наступит. Хочу я этого или нет. Время движется, и мне остается только двигаться вместе с ним.